Я решил делать простые ролики с какими-то банальными советами и находками, без ликбезов, таблиц и открывания Америки, просто житейские мелочи для начинающих мотопутешественников. Когда ты съездил в свое первое мотопутешествие, набрал шишек, замерз, измучился и теперь думаешь, как бы сделать так, чтобы было удобнее, тогда ролик для тебя. В России почти неизвестны крепежные ремни Rock Straps, настоятельно рекомендую. Точнее, их можно даже в российских интернет-магазинах найти, не такая уж экзотика. Для интереса поискал на байкпосте, пару раз мотопутешественники вскользь упоминали, но эта штука заслуживает большей популярности. Обычно крепят какой-нибудь груз, баулы и палатки и прочие эластичными резинками с крюками на концах. Во-первых, они слишком эластичны, и чтобы держались, их нужно сильно натягивать. Так они буквально прорезают со временем ткань на грузе, рвут пластиковые бутылки и так далее. Деликатные вещички так перевозить опасно. И еще они перетираются и легко рвутся, и у меня рвались неоднократно, и у друзей. Если груз не жестко притянут, во время езды эти резинки ослабляются, груз начинает туда-сюда ерзать, крюки отцепляются и лезут в колесо. Обычно резинки просто разрезает колесом или цепью. Есть резинки с закрывающимися карабинами. Лучше простых крюков, но не идеал. Второй способ – это затяжка неэластичными широкими ремнями на фастекс или такелажную трещотку. Уже не рвут пакеты, но есть моменты. Самое главное, нужно притянуть груз так, чтобы он во время езды не сдвигался. Часто возникает ситуация, что вроде притянул, но небольшой люфт остался и груз потихоньку расшатывается, ремни ослабляются. Чтобы этого не случилось, приходится передавливать груз, и домой так гостинчик хурмы не довезешь. А есть ремни Rock. Это те же ремешки с фастексом, они бывают разной ширины и длины, но при этом короткая часть слегка эластичная с большим сопротивлением, то есть сила сжатия там весьма серьезная, и от веса груза она не растягивается. Как затянул, так и держится. Еще на концах сразу петли есть, поэтому их не надо привязывать на узел, как обычные ремни, но в целом крепится все так же, как обычными ремнями с фастексом, но груз всегда притянут за счет силы натяжения эластичной части. При этом груз не режется, натяжение не ослабевает, и крепить так очень быстро, поэтому не напрягает где-то останавливаться и с собой рюкзак забирать. Еще я использую их, если в самолете в багаж надо обычный рюкзак сдать. Чтобы молнии не расходились и лямки не болтались, я вокруг этими ремнями фиксирую рюкзак намертво. Есть минус, они дорогие, и я могу понять, что жаба душит. Я пытался найти что-то дешевле, не нашел. Найдете, свистните в комментариях. Заказывал на пробу подделку с Алиэкспресса, там эластичная часть не внушает никакого доверия, ощущение, что на третий раз оторвется, и сопротивления резинки такого нет. Если хочется сэкономить, можно обычные стропы привязывать на конце к какой-то прочной резинке, а уже резинку крепить к мотоциклу. Теоретически получится похожий эффект с меньшим удобством, но дешево. Есть стропы Rock разной длины и ширины. Самые узкие и короткие не берите, бестолковые ни разу не пригодились. Только если нужно наматывать несколько грузов в разных местах или что-то такое. У меня есть все размеры, но пользуюсь только самыми широкими и длинными, которых хватает для любой ситуации. Рекомендую на мотоцикл поставить беспроводную зарядку для телефона. Есть брендовые, есть с Алиэкспресса на вкус и цвет. Беспроводная зарядка позволяет избежать ряд проблем. Невозможно потерять кабель от телефона. Нельзя от вибраций сломать разъем телефона или протереть кабель. В разъем не попадает вода. У телефонов такое бывает и перегорают контакты на кабелях. Еще не надо мучиться с засовыванием и высовыванием кабеля. У меня были опасения, что с беспроводной зарядкой телефон может перегреваться. Вы знаете, я катаюсь летом по Испании, у меня ни разу перегрева от беспроводной зарядки не было, мозг вскипает быстрее. Если все-таки прикипели к какому-то держателю телефона, купите закрученные кабели. Они сильно удобнее на мотоцикле, чем обычные, потому что их не надо наматывать вокруг руля и потом распутывать этот клубок. В Европе и США распространен разъем SAE, в России как-то не прижился. Фишка в чем? Вы подключаете кабель к аккумулятору, а другой конец с коннектором SAE выводите наружу. Он и сам не боится воды, плюс на него есть заглушки, отдельно на Алике продают.
Туда можно и мини-компрессор воткнуть, европейские многие с ним, и даже на российских бывает. У меня Сорокин где-то лежит, там тоже все через разъем SAI. Всевозможные USB разъемы, конечно, под SAI есть, переходники для одежды с подогревом и так далее. Всего этого на Алике под завязку. И что самое приятное, через разъем SAI можно заряжать батарею, не снимая седло или где там еще запрятан аккумулятор. На большинстве мотоциклов еще ладно, а на некоторых, особенно мелких, седло надо сначала открутить, снять какую-нибудь пластиковую накладку и так далее. А мелкие мотоциклы разряжаются в легкую, особенно если у вас какая-нибудь сигнализация подключена. Например, в Европе очень многие арендные компании выводят проводок SAI, чтобы подзаряжать аккумулятор. Еще как универсальный вариант, провод с SAI можно вывести возле руля. В обычном варианте туда можно запитать телефон, но тот же разъем можно использовать для зарядки аккумулятора, подключения компрессора. Можно подключить при необходимости переходник на прикуриватель. Смысла устанавливать отдельно USB-розетку на руль и отдельно громоздкий прикуриватель нет. В этом и прелесть стандартизации. Далеко не всем нужно, но обратите внимание. Если вы ездите не с палаткой, а останавливаетесь в отелях, рекомендую складной чайник. С ним мне вообще все равно, в каком отеле я остановлюсь, будет завтрак или нет, ужин-шмужин, у меня все с собой, и часто даже в хорошем отеле я предпочитаю в номере поужинать, позавтракать. Занимает очень мало места, даже по сравнению с маленькими travel-чайниками, идет в кейсе, в который еще четко входит набор складной посуды Sito Summit, миска здоровая и серьезный стакан. Кстати, у Sito Summit миска с дном, которая подходит и для газовой горелки. В этот же чехол кладу вилку-ложку и кучу пакетиков чая. Не знаю, какие там сейчас варианты есть. Заказывал несколько лет назад, и мне чайник пришел с китайской вилкой и переходником под евро. Благо там стандартный разъем C13, рублей за 50 можно купить короткий кабель сразу с евровилкой. И еще подсовет: в холодную погоду попробуйте брать с собой в путешествие термос. Огромное удовольствие где-нибудь после снежного перевала на природе согревающего чайку попить. Меня всегда бесит, что все инструменты для ремонта бескамерных шин делаются так, как будто больше ничего с собой нет и надо таскать две Т-образные ручки, которые занимают лишний объем и ни в какие свертки-тубусы не помещаются. А, в названии же говорится про 5 советов, значит об этом как-нибудь в другой раз. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. И не переключайтесь.